Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Шили мы долго и упорно, и у нас оставались мелкие обрезки. Где могли, выкраивали квадратики 5 на 5 сантиметров. А теперь пришло время их пристроить, тем более, что набралось их ровно 100. Конечно, можно сшивать последовательно, но это уж очень долго и муторно. Попробуем соединять их хитрым способом с помощью клеевого флизелина. Самое сложное при этом ровно выложить все квадратики. Конечно, можно нарисовать на листе бумаги сетку, но есть прекрасная вещь – миллиметровая бумага. На нее уложим клеевой флизелин клеящей стороной наверх и выложим наши квадратики ровными рядами. Обязательно проверим все по линейке. Затем все закроем влажной хлопчатобумажной тканью и зафиксируем горячим утюгом с паром. Здесь надо смотреть, какой именно клеевой материал в вашем распоряжении. Большинство современных клеевых фиксируются именно влажными, но есть и такие, которые клеятся только сухим, очень горячим утюгом. Как клеить? Поставили утюг и держим несколько секунд. Потом переставляем утюг в другое место. А дальше все просто. Проклеенные ряды прошиваем на швейной машинке. Сначала по горизонтали, а потом по вертикали. В нашем полотне собраны кусочки самой разной ткани. И плотная джинсовая, и тонкий шелк. Поэтому ряды получились не везде ровные. Естественно, что плотные ткани тянут на себя тонкие. Зато все хорошо держится. И еще небольшое наблюдение. Когда прошили ряды, лучше разрезать этот клеевой флизелин. Тогда ткани ложатся ровнее. Продолжим это цветное полотно темной, почти черной рамкой. Чтобы укрепить этот блок, простегаем его с куском утеплителя. Тем самым мы спрячем швы и выровняем поверхность. Стежку сделаем самую простую, в шов. Шить будем фигурной строчкой, зигзаг в 3 прокола, трикотажным швом. Так соединение получается более эластичным и с ним легче работать. Помним, что у нас простая бытовая швейная машинка, а швы достаточно толстые и грубые. Готовое полотно проутюживаем, тщательно промеряем и подравниваем. Благодаря трикотажному шву все полотно получается эластичным. Шить мы будем самую простую наволочку на декоративную подушку. На декоративных подушках не спят ночью лицом. Их держат на диванах или креслах в качестве украшения цветового пятна. Максимум их могут положить под спинку или локоть. Заднюю часть подушки мы сделаем из большого куска мебельной ткани. Вернее, из 2 кусков. Один по размеру верхней лоскутной части, а второй кусок – клапан. Первым делом обработаем двойной подгибкой оба края. Сначала пришьем большой кусок, а потом уже и узкую деталь клапана. Аккуратно вывернем получившуюся наволочку.
Получилась она размером 40 на 40 сантиметров. А что это будет в итоге, каждая мастерица решает сама. Если вставить внутрь пышную подушечку, то можно положить на диван. Если плоский матрасик, то это прекрасная подушка для сидения. В общем, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивей и интересней, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!